Фаду от латинского fatum – судьба. Особый стиль традиционной португальской музыки, эмоциональной доминантой которого является сложное сочетание чувств одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления. Но поднимаясь на борт самолета, мы и представить себе не могли, насколько фаду отражает суть Португалии. Uma nuvem de incerteza paira em mim. Ну что ж, поехали. Этот акведук уже 3 столетия исправно снабжает водой жителей Лиссабона. Во время Великого землетрясения 1755 года город был разрушен почти полностью, а эта махина устояла. Судьба. Фатум. Фаду. А это самая западная точка Европы. Край земли. Здесь отметиться должен каждый. Мы направляемся к фонтану, который знаменит только тем, что его автору навсегда запретили строить что-либо в Лиссабоне. Вифлеемская башня и монастырь иеронимитов. Построены королем Мануэлем Счастливым, XVI век. А деньги знаете, кто достал? Сам Васко да Гама. Выручка от продажи индийских специй превысила затраты на его экспедицию в 60 раз. За заслуги перед Отечеством он покоится здесь в компании королей. Знаменитую кондитерскую Белем мы пропустить не могли, но слухи о невероятном вкусе их корзиночек оказались сильно преувеличенными. В такую погоду из автобуса вылезать как-то совсем не хочется, но надо. Зря, что ли, приехали? Церковь Святого Роха – одна из старейших иезуитских церквей в мире. Но и сегодня она полна жизни и красоты. По скользким камням спускаемся в центр Лиссабона. Собираясь в Португалию, не забудьте надеть правильную обувь. Церковь Святого Домингуша, XIII век. 50 лет назад полностью выгорела изнутри. Почему-то следы пожара решено было сохранить. Загадочный народ. Даже веселье у них какое-то мрачноватое.
Синтра, мавританские замки, туманы, спускающиеся с гор, ароматы диковинных растений. Где-то там, на горе, рядом с зубчатыми стенами старого замка, дворец Пена. Его в наш тур почему-то не включили. Едем мы с португальской компанией Lusitana Sol. Утро начинается с объезда отелей. 55-местный автобус забивают до отказа. Каждый день новые лица, проходной двор. Зато мы успели пообщаться на родном языке с туристами из 8 стран. А в нашей программе вилла Регалейра, которую построили два фантазера – бразильский миллионер Монтейро и итальянский архитектор Луиджи Манини. Мануэлину по имени короля Мануэля Счастливого. Это уникальный архитектурный стиль, который можно увидеть только в Португалии. Готика с арабским привкусом и экзотические детали в отделке. Морские узлы, звери, птицы и заморские фрукты. А теперь наш путь лежит в Эвору, древнюю столицу Лузитании. Говорят, что жители Эворы самые неторопливые в Португалии. А город переживал периоды рассвета только во времена владычества римлян и арабов. Священный город Фатима. 100 лет назад Святая Дева Мария явилась здесь 3 пастушкам в облаке света. Базилика 2 крыльями как будто защищает людей, находящихся на этой огромной площади. Люди приходят сюда с верой в чудо и надеждой на исцеление. Небеса явно хранят это место. Только здесь, впервые за несколько дней, мы увидели клочок голубого неба. Коимбра, ты город студентов, нет милей тебя и краше. Нам сказочно повезло. Мы попали на праздник окончания учебного года. Но это, как говорят, лучше один раз увидеть.
Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Португальцы считают Порто городом-тружеником. Возможно, это и правда, но только по их португальским меркам. Нам же этот город показался таким же неухоженным, как и предыдущие. Эпоха великих географических открытий, когда Португалия и Испания поделили весь мир по меридиану, осталась далеко в прошлом. А сейчас сюда не заманишь даже сирийских беженцев. Тем не менее, здесь можно увидеть кое-что интересное. Башня Клеригуш была первой работой итальянца Николо Назони, который в течение 50 лет неутомимо украшал Порту произведениями итальянского барокко. Во дворце биржи заседают торговая палата и арбитражный суд, который славится своей неподкупностью. Этот потрясающий арабский зал можно снять на вечер, всего за 4000 евро. Стены расписаны пожеланием добра. И даже не зная арабского языка, чувствуешь положительную ауру. Железнодорожный вокзал Сан-Бенту знаменит на весь мир благодаря отделке португальской плиткой азулежу. Знакомые узоры, не правда ли? Мост Марии Пии сооружен Эйфелем задолго до строительства его знаменитой башни. Был он тогда молод и, говорят, влюблен в красавицу-королеву. В винодельне Грэхэмс мы попробовали 3 типа портвейна. Светлый, рубиновый и янтарный, который понравился нам больше всех. Quem dorme à noite comigo. Самое яркое пятно нашей поездки
На горе Бон-Жезус-де-Монте с раннего утра было еще тихо. Щебет птиц и журчание воды. Кусочек рая. Нам даже не пришлось пить из святых источников, чтобы обострить все 5 чувств и проникнуться верой, надеждой и любовью. O medo mora comigo. O medo mora comigo. Mas só o medo. Mas só o medo. Городу Брага 2250 лет. Все дороги ведут в Брагу, говорят его жители, и по праздникам наряжаются в одежды древних римлян. А количество церквей на квадратный километр здесь больше, чем в Риме. Все же своим обликом Брага скорее напоминает городок Северной Европы. Мыть мостовую под дождем – это уж совсем не по-португальски. Про молодое зеленое вино нам прожужжали все уши, но обычная красная столовая нам понравилась гораздо больше. Изучать культурное наследие ЮНЕСКО в такую погоду очень тяжело. Но и мимо не пройдешь, если здесь родилась Португалия. Пещера монет. Монеты, которые здесь, возможно, когда-то водились, все давно уже собраны. Но заглянуть сюда явно стоило. Кто только не строил крепости на горе Монсанто. Римляне, арабы, тамплиеры. И до сих пор эти гранитные валуны притягивают к себе людей как магнит. Ando na berma, tropeço na confusão. Desço a avenida e toda a cidade estende-me a mão. Sigo na rua a pé e a gente passa apressada falando. O rio de fronte voam gaivotas no horizonte. Só o teu amor é tão real. Высота подъема всего-то 780 метров. Но погода опять поет нам фаду. Ну вот, и здесь мы отметились.
последний день путешествия нам повезло и с погодой, и с объектами, и с гидом. Томила рассказала нам больше, чем мы услышали за всю неделю. Замок Тамар построен орденом тамплиеров в XII веке на землях, отвоеванных у мавров. А в XVI веке замок перестроили в монастырь Ордена Христа. Получилась потрясающая смесь готики, ренессанса и уже знакомого нам мануэлина. Жемчужина замка – церковь Ротонда. Монастырь стал достоянием государства по приказу кровавого диктатора Антонио Салазара, который, кстати, до сих пор является кумиром португальцев. Как же это все непросто. И, конечно, опять Азулежи. Баталия. Речь, конечно, пойдет о битве. XIV век. Решалась судьба Португалии. Жуан I поклялся, что если его маленькое войско победит в 4 раза превосходящих численностью испанцев, он построит на этом месте монастырь. Чудо свершилось. Португалия сохранила корону, король сдержал слово, а мы осматриваем монастырь, который называют чудом пламенеющей готики. Монастырь Алькабаса тоже несет на себе печать веков. Но главный рассказ Томилы был здесь о любви короля Педру к златовласой Инеш, о том, как не уберег ее от врагов и как обезумел от горя. Viveu de ser português, foi alegre e foi gingão. Абидуш – это наш бонус перед самолетом. Сюда едут попробовать вишневую наливку из шоколадного стаканчика и купить сувениры. Mal querido ao bem amado, o fado. За эту неделю мы слегка прикоснулись к истории и культуре Португалии. Увидели много интересного. И все-таки впечатление неоднозначно. Угнетает картина общей нищеты и запущенности. На улицах почти не видно веселых лиц и очень мало детей. И хочется сказать на прощание: проснись, прекрасная Португалия, проснись и пой.